Всем привет! Вы на канале «Куда поедем?». А мы в Рязанской области, и сегодня мы вам покажем несколько интересных мест. Поехали! В первую очередь Рязанская область с точки зрения туризма ассоциируется с достопримечательностями города Рязани и родиной поэта Сергея Есенина селом Константиново. Но если открыть карту и внимательно ее рассмотреть, то можно найти еще несколько необычных и удивительных мест в этом регионе. Ну а начнем мы с вами с поселка городского типа Гусь-Железный. Не путайте с городом Гусь-Хрустальный, хотя оба эти населенные пункта находятся у нас на одной реке Гусь. В середине 18 века известные заводчики Баташовы приобретают здесь земли и строят чугунно-плавильный и железный завод. Рядом появляется огромный пруд. Вот отсюда второе название города – Железный. Что из достопримечательностей здесь можно увидеть? Ну, во-первых, очень красивый, необычный храм в псевдоготическом стиле Троицкий и усадьба тех самых Баташовых. Правда, сейчас она находится в не очень хорошем состоянии, больше как заброшка. Поэтому предлагаю пойти все это и посмотреть. Усадьба Баташова была построена в конце XVIII века. Она состояла из большого жилого дома, окруженного парком с хозяйственными и производственными постройками. Здесь для развлечений были построены крепостной театр, зверинец и птичник с диковинными птицами. Братья Баташовы, Андрей и Иван, были крупнейшими сталепромышленниками, основатели и владельцы 1,5 десятков заводов. Усадьба в Гусь-Железном была резиденцией Андрея Баташова. Он ее называл «Орлиное гнездо». Сохранилось несколько невероятных легенд о ней. Например, что в ее подвалах чеканили фальшивые монеты, что в парке Баташов, развлекая своих гостей, прилюдно порол проштрафившихся слуг. После революции усадьба использовалась под размещение различных служб, в том числе детского санатория. Ну а последние годы она заброшена и пустует. Нас тут не ждали. Пойдем дальше. Мы дошли до ворот, а за ними находится та самая плотина заводская, правда, уже в руинированном состоянии. И, может быть, сейчас нам удастся немножечко глазком взглянуть на ту самую реку Гусь. В самом центре села, на площади, находится фантастическая по своей красоте церковь Троицы Живоначальной. Она была построена в первой половине XIX века. Автор проекта неизвестен. В сохранившихся в архиве документах есть только пометка, что построена знаменитым архитектором. Здание церкви сооружено из глиняного кирпича и облицовано белым камнем. Ее высота 50 метров, высота пятиярусной колокольни 70 метров. В советское время все ценности были изъяты. В 30-х годах 20 века церковь закрыли. В ней разместили склады и торговали керосином. Верующим храм вернули только в начале 1990-х годов. Да, где мы еще не были? В Гусе-Железном. В Некрополь. Отправляемся туда. Некрополь Баташовых располагается на местном кладбище. Здесь похоронены основатель завода Гусь-Железного Андрей Родионович Баташов и его семья. Некрополь оформлен в виде нескольких художественных надгробий из чугуна и камня.
Могила Андрея Родионовича в виде колонны. Могила его жены Акулины Матвеевны в виде железной пирамиды. Остальные надгробия из белого камня – это могилы родственников. Ну а мы продолжаем наше путешествие по Рязанской области, и мы уже в городе Касимов. Он был основан в 1152 году, но назывался он тогда Городец-Мещерский. А в середине 15 века он меняет свое название, потому что князь Василий Темный жалует эти земли сыну казанского хана, царевичу Касиму. Вот в честь него и назван был город. И после этого появилось Касимовское ханство, которое просуществовало до 1681 года. К концу XVIII века Касимов становится уездным городом, центром Касимовского уезда. Сначала Рязанского наместничества, а потом Рязанской губернии. Сегодня Касимов – это город двух культур – русской и татарской. На его улицах уживается древняя мечеть и православные храмы. В центре города перед туристами предстают в разной степени обшарпанности и руинированности особняки, торговые ряды и храмы. Здесь же можно совершить путешествие в прошлое, воспользовавшись стереоскопами с историческими видами Касимова. В Касимове есть несколько музеев. Мы решили заглянуть только в один, в Касимовский историко-культурный музей-заповедник, потому что там можно проследить основную историю города. А еще советуют заглянуть в музей колоколов и музей самоваров. Несмотря ни на что, облик города неповторим и самобытен. Сохранился целый квартал с застройкой XIX века, поэтому Касимов так любят киношники. Ведь с такими декорациями можно снять фильм и про купеческую жизнь, и про послевоенный период. Ничего не придется менять. Кстати, многие общественные и частные здания, которые сохранились до сих пор, были построены местным архитектором Иваном Сергеевичем Гагиным. Ему принадлежит проект архитектурного оформления Соборной площади, который включает в себя Благовещенскую и Успенскую церкви, корпуса торговых рядов, а также великолепный Вознесенский кафедральный собор. Гагин спроектировал и построил многие дома дворян, купцов и мещан. В то же время он работал и над историей родного города. В Касимове можно выделить два частных музея. Музей «Русский самовар», в котором представлена коллекция более 400 самоваров различной формы и размеров, и музей колоколов, где вы увидите не только церковные колокола, но и сигнальные, корабельные, буддийские, европейские и даже для животных. Саша, почему ты стоишь посреди улицы с этими конфетами? Нос чешется. Пойдем пить чай. В Касимове жили известные ученые, конструкторы, специалисты в области ракетно-космической техники братья Уткины. В городе есть музей, посвященный космонавтике. Располагается он в здании школы, в которой учился академик Владимир Федорович Уткин. Рядом установлен памятник ему. Он представляет собой черную гранитную стену с бронзовым барельефом ученого и ракету «Зенит». В Соборном парке за Вознесенским собором расположен памятник и захоронение борцов за советскую власть.
Обратили внимание, что в Касимове появляются и современные элементы благоустройства: фонтан, модные лавочки, качели, смотровые площадки и туристические указатели. Последний закат моего 38-летия я встречаю в Касимове. Как видите, у нас уже здесь темнеет, и мы добрались до наших последних объектов. Во-первых, здесь находится усыпальница касимовского хана Шаха Али. Во-вторых, памятник казанской царице Сюмбике. И в-третьих, есть старая мечеть с минаретом. Кстати, я читала, что на этот минарет можно забраться, но, видите, уже темно, мы не успели. Я слегка расстроилась, но ничего. Сейчас вам покажем все это и поедем дальше. В этом году мы были в Казани. И я думаю, все, кто был в Казани, знают легенду про царицу Казанского ханства Сюмбике. Так вот, на самом деле она не прыгала ни с какой башни. Ее Иван Грозный отправил в город Касимов и выдал замуж за местного хана Шах Али. Они, конечно же, не сошлись характерами, но жила она последние годы здесь. Хотя есть вторая версия, что она все-таки ушла от него, уехала и жила в Нижегородской области, в населенном пункте, который назывался Виля. И сейчас в Касимове поставили ей памятник в 2022 году, которым можно полюбоваться и вспомнить, конечно же, легенду про Сюмбике. От периода Касимовского царства в городе сохранилось несколько интересных строений. Например, Текие Шах Али хана. Это усыпальница хана, памятник средневековой татарской архитектуры середины XVI века. За ханской мечетью располагается площадь Победы с памятником касимовцам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Наш второй день в Рязанской области начинается с рыбацкой деревни. Это интересная локация, которую сейчас можно увидеть на многих фотографиях в соцсетях. Это гостиничный комплекс с маяком и озером. Озеро искусственное, можно поплавать там на лодочках, на катамаране, а на маяке находится смотровая площадка. Сейчас все покажем. Комплекс рыбацкой деревни располагается на берегу озера Старая Тишь, недалеко от села Шумыш. Это место, конечно же, лучше посещать в ясную погоду. Комплекс будет выглядеть ярко и сочно. Главный объект здесь маяк, где расположена смотровая площадка. Оплатить его посещение можно либо в ресторане, либо в офисе рыбацкой деревни. Внутри маяк весь расписан, в основном на морскую тематику. Пространство и стены украшены разнообразными предметами, корабликами, навигационными приборами и средствами ориентирования, веселыми фигурками. Поднимаясь на каждый уровень, задерживаешься там надолго. Хочется все внимательно рассмотреть. Из окон, а потом и со смотровой площадки, можно увидеть здание гостевого комплекса, озеро с лодками и катамаранами, островок в виде сердца. Эти красные домики такие яркие, красивые, что хочется хотя бы на сутки в них остановиться, но цена кусается.
Рыбацкая деревня – это то место, где владельцы явно заморочились с оформлением. И теперь этот новодельный туристический объект встал в ряд с достопримечательностями Рязанской области. Нам очень понравилось. Ну что же, мы доехали наконец-то до Константинова. Я думаю, вы все знаете, что здесь родился Сергей Александрович Есенин в 1895 году. Огромнейший комплекс с разными постройками, объектами, и все связаны с его жизнью. Мы взяли экскурсию, причем билеты надо брать заранее, и вот уже ждем, с минуты на минуту к нам придет экскурсовод. От административного здания с кассой к центральной улице села ведет аллея с разнообразными цветами, так называемый Есенинский цветник. Посещение территории музея-заповедника платное. Первый объект, куда мы отправились с экскурсией – литературный музей, который знакомит с основной биографией Сергея Есенина от рождения до смерти. Далее мы заглянули в каретный сарай, где проводятся временные выставки. Еще один интересный объект – усадьба последней помещицы села Лидии Ивановны Кашиной. Здесь разместился музей поэмы Анны Снегина, написанной Есениным в декабре 1924 года. Это автобиографическая поэма, в которой воплотился и образ дома с мезонином, и образ его хозяйки. В состав комплекса входит церковь Казанской иконы Божьей Матери, в которой крестили Сергея Есенина и где ранее венчались его родители. На территории есть великолепная смотровая площадка с живописными видами, которые открываются с высокого берега Оки. За территорией комплекса расположены дом священника Ивана Яковлевича Смирнова, земская школа и часовня Святого Духа. Через дорогу от церкви находится главный объект – усадьба родителей Сергея Александровича Есенина. Рядом растет тополь, посаженный поэтом в 1924 году. После посещения дома можно прогуляться по Есенинскому парку с хозяйственными постройками и даже заглянуть в некоторые из них. И еще не забудьте сделать фотографию рядом с памятником Есенину. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. А что мы с вами посмотрели? Куст Железный, потом мы побывали в городе Касимов, в рыбацкой деревне и, конечно же, на родине Есенина в Константиново. Спасибо, что остаетесь с нами. Нам с вами классно. До новых встреч. Пока.